Друзья мои, всем привет! Вы на канале Акер Механик. Сегодня 5 опций, которые вы можете включить в своих автомобилях, о которых вы, может быть, и не знали. На многих марках определенные опции включены с завода, но многие опции или какие-то, скажем так, ассистенты, помощники и так далее производитель почему-то упускает. И многие автовладельцы даже не знают, что ту или иную функцию можно включить или отключить, или изменить, скажем так, ее алгоритм работы. Автомобили сейчас становятся все современнее, у них становится все больше различных электронных помощников, которые помогают водителю комфортно получать различную информацию как с дороги, так и состояния автомобиля. И различные развлекательные системы. И чтобы автомобиль было в первую очередь видно на дороге. Итак, первый улучшайзинг — это вы знаете, что сейчас на всех современных автомобилях обязательно должны стоять дневные ходовые огни. Они бывают разные. Бывают LED, бывают галогенные, но они по современным требованиям должны быть. Так вот, на многих марках, в том числе и концерн Volkswagen, ДХО горят всегда, как только вы завели автомобиль. Повернули ключ в замке зажигания, ДХО горят. Неважно, в каком положении находится рычаг переключения света. Это не всегда нравится, и в том числе не нравится и мне. Как отключить ДХО, когда автомобиль заведен, если автомобиль стоит? Поднимаете ручник, дневные ходовые огни гаснут. Итак, чтобы включить данный же улучшайзинг, блок номер 9, блок бортовой сети, кодирование, длинное кодирование. Нужно войти в байт 23 и бит номер 4. Следующая полезная опция – это модификация работы звукового сигнала. А именно, естественно, когда автомобиль работает, когда автомобиль заведен, звуковой сигнал должен работать. Но почему-то на многих автомобилях при выключении зажигания, когда автомобиль выключен, естественно, звуковой сигнал стоит. Как и, впрочем, не работают стеклоподъемники, люк, например, и многие другие опции. Как сделать, чтобы после выключения зажигания звуковой сигнал, люк и стеклоподъемники работали. Ну а звуковой сигнал, даже если автомобиль стоит и выключен, может и понадобиться. Вдруг кто-то сдает задом и вас не видит, вы можете его хотя бы предупредить. Для активации данной полезной опции нужно войти в блок бортовой сети байт 17 и активировать бит номер 3. И все будет работать. Итак, все вы знаете, что все автомобили обслуживаются через определенные интервалы, так называемые интервалы сервиса. Как правило, это сейчас 15-20 тысяч километров, ну и в зависимости от времени. Это может быть как 180, 365 дней. Как правило, это стандартом 365 дней. Но многие автовладельцы, например, такие как я, автомобиль по инспекционному, по масляному сервису обслуживают гораздо чаще, чем положено автопроизводителям. Например, я меняю масло в своем автомобиле раз в 6500 километров. Вот. Ну и напоминание, если, например, наезжаю я меньше, я ставлю гораздо меньше. Как вам сделать, чтобы вовремя, потому что 6500 это не очень небольшой пробег, и те, кто ездит много, бывают так, что пропускают масляные сервисы, потому что стандарт стоит на 15-20. Можно запрограммировать ваш бортовой компьютер, и он вас предупредит, что пора бы, друг, поменять маслице. В данном случае нам потребуется блок 17, комбинация приборов. Входим также в нее, входим в блок адаптации, и здесь есть различные параметры, которые включают в первую очередь пробег до следующего эксплуатационного сервиса в зависимости от пробега. Далее можете установить срок любой, какой вам нравится. Также вы можете поставить величину большого сервиса до следующего ТО и предупреждение о предстоящем ТО. Следующая опция: на современных автомобилях, например, вы нажимаете педаль газа, особенно на автомате, и происходит некая задержка. То есть педаль газа начинает тупить, подтупливает, проходит какая-то, не знаю, полсекунды, секунда, прежде чем автомобиль начинает набирать обороты. Как можно изменить отклик педали газа? Погнали! В данном случае нам потребуется блок электроники двигателя 0.1, как правило. Входим в кодирование при отсутствии ошибок. Потребуется, возможно, код безопасности, кодирование, длинное кодирование. Включаем все, соглашаемся со всеми данными. И в байт номер 0 есть список с бит 02, где вы можете выбрать самую быструю Audi, и все будет работать.
Следующая опция, которую хочу вам рассказать, есть во многих современных автомобилях, но многие автовладельцы о ней не знают, хотя ее достаточно просто включить. Это такая вещь, как ассистент усталости водителя МКЕ. Что он себя представляет? То есть по определенным параметрам и алгоритмам, там, нажатие педали газа, управление рулем, там, нажатие тормоза и так далее, автомобиль сам определяет, устал водитель или нет, и предупреждает его, что надо бы отдохнуть. Да, он не замедляет автомобиль, не затормаживает, не останавливает и не глушит, но предупреждает это энное количество раз. Но, чтобы ее включить, нужно проделать некоторые манипуляции. В данном случае нам потребуется несколько блоков. Первый — диагностический интерфейс шит данных, кодирование, длинное кодирование. И мы должны войти в байт номер 2 и включить бит 0 и бит 2. Сохраняем, выходим и в комбинации приборов включаем параметр Pause Recommendation. Включаем параметр Yes, сохраняем. Далее нам нужно зайти в блок бортовой сети и зайти в байт номер 25 и включить бит 2, поставить единичку. После этого в блоке интерфейса шит данных все заработает. Следующая настройка опций пригодится многим автовладельцам, у которых присутствует датчик света и дождя. В том числе это касается зеркал с ассистентом дальнего света. Это очень удобная опция, когда вы, в принципе, поворачиваете рычажок в одно положение, и датчик сам определяет, когда, скажем, пошел дождь, у вас окатили из лужи и так далее и тому подобное. Очень удобно. Но многие, кто пользуется данной опцией, знают, что периодически датчик дождя начинает глючить. Или когда идет мелкий моросящий дождь, он не всегда срабатывает. Из-за этого ухудшается, скажем так, видимость через лобовое стекло. Есть параметры, где с помощью настроек датчика дождя можно улучшить либо ухудшить его чувствительность. И он будет срабатывать всегда, даже на самые мелкие капли или морось какой-то воды, которая попадает на лобовое стекло. Погнали! В данном случае нам потребуется блок бортовой сети, кодирование, как обычно, но выбираем не основной блок, а блок, естественно, РЛС, именно датчика света и дождя. Входим в длинное кодирование, и в первом пункте нулевого байта есть, естественно, пункты, которые отвечают за включение порога включения и чувствительности датчика дождя. Можете поставить от 40 и больше, и алгоритм очень изменится. Ну вот на сегодня все, друзья. В принципе, эти и другие полезные возможные кодировки вы можете найти в сборнике кодировок, о которых вы, конечно же, прекрасно знаете, но многие из них сейчас появились конкретно в новых автомобилях. И в сборнике кодировок их нет. Надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь, заходите, смотрите новые видео, смотрите и задавайте вопросы в моем Instagram. Всем спасибо, с наступающим и до новых встреч, друзья!